Когда я начинаю говорить про интонации в русском языке, я встречаю иногда очень неожиданные реакции, очень разные реакции. Интонации — это вообще не важно. Вас все равно поймут. Русский язык — это что, китайский? Какие интонации? Сегодня вы увидите, как с помощью одной интонации можно задать вопрос, поинтересоваться, спросить, и как другая интонация может оформить ту же самую фразу, тот же самый набор слов в риторический вопрос, который не требует ответа, в риторический вопрос с оттенком сарказма, упрека, раздражения. В общем, если вы готовы овладеть таким оружием, как сарказм на русском языке, то сегодня я вам дам такой инструмент. Я думаю, что вы должны взять меня на работать, потому что я хороший специалист. Кристин, какой вы специалист? Переводчик. Нет, Кристин, нет. Итак, давайте попробуем понять, почему между нашими сегодняшними героинями возникло недопонимание. И давайте посмотрим, как две разные интонации кардинально меняют смысл одной и той же фразы. Вот он, этот вопрос, на примере которого мы будем все это разбирать. Какой вы специалист? Если мы задаем этот вопрос, используя интонацию 2, то мы получаем реальный вопрос. Мы действительно интересуемся, какой перед нами специалист. То есть в какой сфере он специалист. Или какие черты отличают этого человека как специалиста. Как работает интонация 2? Я вам напомню, мы начинаем с повышенного тона, потом в центре интонационной конструкции тон падает вниз. Какой вы специалист? Какой вы специалист? Какой вы специалист? Центр интонационной конструкции может быть вот здесь, на ударном слоге вопросительного слова. Но также центр интонационной конструкции может быть вот здесь, на ударном слоге невопросительного слова. При этом смысл вопроса сильно не изменится. В зависимости от контекста, в зависимости от диалога, который развивался до этого вопроса, могут быть, оттенки. Эти вопросы обозначают, что мне интересно знать, в какой сфере вы специалист. Вы переводчик или вы актер, может быть, вы инженер или программист. Кроме того, этот вопрос может значить, какие черты вас отличают как специалиста. У вас очень интересное резюме. А теперь расскажите, пожалуйста, какой вы специалист? Я могу сказать, что я ответственный специалист, я коммуникабельная, быстро ориентируюсь в сложных ситуациях. Угу. А теперь давайте посмотрим, как, изменив интонационную конструкцию, мы кардинально изменим смысл этой фразы. И мы будем использовать интонацию 7. Мы начинаем с тона пониже. В центре интонационной конструкции мы повышаем тон, как в интонации 3 это было, если помните такую. Потом мы продолжаем обычным тоном и в конце еще немножко повышаем тон. Какой вы специалист? Какой вы специалист? Если я задаю этот вопрос, это значит, что я не хочу знать, какие черты вас отличают или в какой сфере вы сильны. Этой фразой я хочу показать, что я сомневаюсь, что вы хороший специалист. Я думаю, что вы плохой специалист.
Этой фразой я могу пошутить, могу унизить, могу упрекнуть. Потому что я хороший специалист. Кристин, ну какой вы специалист? Вас из университета выгнали 2 года назад. Я сама вас выгнала из университета. Ну какой вы переводчик, Кристин? Послушайте эту разницу еще раз. Реальный вопрос и сарказм, упрек, унижение. Какой вы специалист? Какой вы специалист? Вот так, друзья. Теперь вы умеете отличать реальный вопрос от сарказма, упрека, шутки, унижения. Будьте осторожны, потому что интонацией действительно можно не просто вызвать недопонимание, но и обидеть, по-настоящему обидеть. Так что будьте внимательны и помните, что иногда важнее не что вы говорите, а как вы говорите. Чуть больше примеров с интонацией 2 и интонацией 7 на одной фразе я опубликовала в отдельном небольшом дополнительном видео. Вы его можете найти по ссылке в описании. Кроме того, в описании вы можете найти ссылку на анкету и можете уже зарегистрироваться на мастер-класс, который будет в декабре этого года, 2023. Этот мастер-класс будет заключительным, финальным в этом году, и он будет посвящен именно интонациям русского языка. На этом у меня все на сегодня. Спасибо большое, что провели это время в компании со мной и русскими интонациями. Большое спасибо всем, кто оставляет комментарии, оставляет реакции, не скупится на реакции, пишет мне и здесь, и в Инстаграме, оставляет лайки. Спасибо вам огромное за такую поддержку. И спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне, друзья мои. Спасибо. Желаю всем вам, дорогие мои зрители, удачи не только в изучении русского языка, но и вообще в жизни. Будьте здоровы, счастливы и увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока.